Warframe в 2025 году. Да уж, сколько времени утекло. Если вы подумали, что я собрался вам рассказывать, как он играется сегодня, то вы ошибаетесь. Это кое-что большее и даже личное. С одной стороны, я новичок, но который впервые познакомился с Warframe в те далекие времена. Годик, наверное, 2012-2013. Узнал я об этой игре, как ни странно, из интеграции одного ютубера. Может, даже кто-то вспомнит его. Юзя. Поиграл часиков 10 и примерно на это же количество, но уже лет забросил Warframe. И вот он я, Look Who Is Back. Вернулся абсолютно случайно, зато узнал, как правильно задавать приоритеты, чтобы игра не надоела так быстро. Собственно, это видео можно отнести как к некому руководству для тех ребят, которые частенько разочаровываются в игре. Все вроде бы хвалят, твои друзья играют, а лично ты больше 2 часов никак не можешь продержаться. Становится скучно, надоедает, и ты попросту удаляешь. У меня это произошло как раз таки на зимнюю распродажу в Steam. Я накупил кучу игр, часик, может чуть дольше, поигрался и вернул назад. Хотя до этого читаю описание, смотрю на теги, все шикарно и я хочу пройти. И тут, как вы понимаете, под руку попалась Warframe со своим обновлением 1999. Я зашел, часик побегал и нет, вы не угадали, просто удалил игру. Но благодаря тому, что в YouTube вводил Warframe, алгоритмы подхватили и кинули мне в реки внимание. Это настолько абсурдно, что даже круто. Западный ролик с настройками графики, где я увидел вот это. И только понимая сейчас, удивляешься, как подсознание человека может ухватиться за мелкую деталь и топить до талого. Насколько же сильно мне захотелось заполучить этого Warframe. Ролик закрыл, пошел качать игру, попытался ее найти. Но как оказалось, найти не так-то и просто. Спойлер, потому что на этом Warframe были скинчики. А когда ты новичок, игра кажется бесконечно огромной. Это как бездна, в которую только посмей окунуться. Но спасибо комментаторам под видео, они написали, что это за Warframe. Я не знал, где она находится, как ее найти, но поставил себе цель любой ценой достать Эмбер. Это я уже после загуглил, чтобы узнать, не слишком ли у меня непреодолимая задача. И таким образом, благодаря заранее поставленной задаче, это меня затянуло по самые гланды. Начиная с самого первого Warframe, я дошел до Эмбер. Давно у меня не было настолько сильной мотивации что-то подобное сделать. И именно благодаря Warframe я понял, как теперь заставить себя поиграть больше, чем 2 часа. Для многих это скорее всего очевидно. Но я обычно просто пытался пройти игру. Без каких-либо целей, задач и так далее. Из-за чего под конец ты уже просто выгораешь. И пытаешься хоть каким-то образом добежать до финала и увидеть заветные титры. Для того, чтобы просто поставить галочку. Я это понял и теперь буду слегка по-другому подходить к каждому проекту. Немножко водички я вам плеснул в стаканчик, но надеюсь, хотя бы одному человечку получится пофиксить импотенцию на игры. А теперь, собственно, мой тернистый путь к Эмбер. Как оказалось на первый взгляд, просто так ворваться в Warframe не так-то и просто. Ведь я начал не с самого начала. Какие-то планетки уже были пройдены. Поэтому даже просто запустив задание, мне потребовалось небольшое количество времени. Это чуть позже я понял, или лучше сказать вспомнил, что нужно продвигаться по точкам. Тогда будут открываться следующие планетки. Но пока я об этом не помнил, приходилось несколько часов начинать одно и то же задание раз за разом. Да-да, я знаю, кто я. Хотя не так страшно, ведь Warframe построен на гринде. Поэтому час тут, час там и вот тебе новый чертеж. Проходя очередную планету, я понял, что мой стандартный Warframe уже не вытягивает. Ну либо я просто поставил какие-то не те модификации. Тем не менее, мне захотелось каких-то перемен. Но перед тем, как я кое-что понял, я нашел для себя приятный сюрприз в виде новенького Warframe. Вы спросите, откуда у меня появился этот фрейм. Я честно без понятия, но загуглив, удалось выяснить, что когда-то была раздача именно этих фреймов. Наверное,
наверное, и мне как-то удалось попасть, или я хз. Дальше меня ожидали десятки часов гринда и кое-какое прозрение. Оказывается, что на каждой планете можно достать по варфрейму. Мои глаза вылезли на орбиту, я решил вернуться взад на планету Земля и узнать, как это все провернуть. Повыполняв разные контракты, стал обращать внимание, что многие аспекты между планетами друг на друга похожи. Плюс-минус мы делаем схожие действия и получаем награду. Сюрприз, это механика гринделок. Но я человек, склонный к кратким удивлениям. Типа, йоу, оказывается, вот оно как. А потом понимаешь, что это было очевидно, и несколько похожих игр имеешь за плечами. И вот, найдя пати ребят, которые тоже, видимо, охотились за Warframe, либо за чертежами, мы вместе отправились гриндить жемчужину судьбы. А после я вообще узнал, что в игре присутствует транспорт для передвижения по таким вот большим локациям. Мои глаза снова вылезли на орбиту, ведь я все это время делал вот такие мувы. Пальцы стали работать как на пианино. Я не против, а девушка и подавно. Далее я отправился открывать новые планетки, ведь, как вы помните, моя самая главная задача в Warframe, то, из-за чего у меня поднялся адреналин в крови, а тестостерон кричал «ебаш, пока не достанешь», это Эмбер. Путь к ней еще долгий, но кто нас остановит? Следующий день я решил начать событие 1999. Это демо-версия, и за нее дают меч. На байке покатался, попаркурил, пострелялся, доволен остался. Но где мой меч? На почту упал, а в кузне его не видать. И вот меня встречает очередная планетка, которая, мягко скажу, меня зацепила. И мне захотелось еще больше окунуться в лор Warframe. Не думал, что здесь прям все настолько интересно будет. Да, возможно, косяков и сюжетных дыр много, я не углублялся. Но когда ты рассчитываешь на простую, бесплатную, но легендарную гринделку, понимаешь, что геймплейная составляющая будет интересная, насколько это возможно в данном жанре. Но никак не ожидаешь интересные диалоги и сам сюжет. А это огромное преимущество не только гринделок, но и инди-разработчиков, ведь ожидания не завышены. Удивить тебя можно буквально каждым аспектом, а видеть косяки наше подсознание по умолчанию не захочет, потому что снова же ожидания не завышены. Правда, если эти косяки не прям сильно лезут в глаза и не так раздражают. Так вот, я был удивлен проработке сюжета, а именно как он может вовлекать. Действительно не ожидал такого от условно-бесплатной игры. Сначала я очутился на Марсе. Там своя интересная цепочка между семьей, у которой случился раздор. Каждый пытается что-то доказать друг другу или наоборот как-то абстрагироваться. Тем не менее, к ним на Землю пришла зараза, которая очень быстро распространялась. А когда на пороге беда, даже заклятые враги могут объединиться для того, чтобы дать отпор общему врагу, угрожающему их роду. После убийства какого-то боссика мне на телефон пришла смс-ка: «Твои действия имеют последствия». И я, конечно же, не испугался, но по воле случая решил слегка изменить свой корабль. Мало ли. Тем временем я уже открываю Сатурн. Единственная огромная проблема, с которой я столкнулся, это попытаться разобраться в оружии. И я понял, что для некоторых варфреймов лучше всего использовать определенные пушки, которые как-то стакаются. Плюс усложняет все это понимание модификации. Но благо, что для моей изначальной цели добраться до Эмбер хватит даже базовых пушек и на авось раскиданных модов. Да, я частично попытался изучить вопрос. Читал, смотрел видосы, но получить однозначный какой-то ответ у меня так и не вышло. Заранее прикупил чертеж на Эмбер. Хотелось хоть частично закрасить пробелы. Начались мои первые нервные тики. Где-то дверь не открывается, а где-то по локациям нужно очень долго бегать. Оказывается, там ход вообще через паркур вниз. В общем, весело, но не критично. Цель стоит, мы идем.
Наконец-то наступило время, и я сдал экзамен на серебро. Абсолютно заслуженно. А вот и первый запуск локации под названием Тетис. Кто не понял, это именно та локация, к которой мы стремились. На ней находится босс, после убийства которого и выпадают различные чертежи на нашу Эмбер. После, я не скажу, что множество заходов, около 5 раз, я выбил все, что необходимо для нашей красавицы Эмбер. И вот оно все готово. Оставляю на ночь на крафт. Проснувшись поутру, я обнаружил, что аккаунта украли, а вернуть мне его помогли ребята из... Ладно, шучу. Никто ничего не украл, хотя место для интеграции было бы имбовым. Или просто слегка нагнать драматургии, что я как истинный самурай принял свою судьбу и стал негром. Да, Ubisoft? Короче, все хорошо и Эмбер на руках. Первое задание и первая прокачка прошли успешно, но, как вы понимаете, чего-то здесь не хватает. Да, пришлось закинуть платину и превратить из застенчивой девочки в горячую, в прямом смысле этого слова, девушку или даже женщину. Ну, другое дело. Даже хвостик ей подцепил. Хотя я чуть позже его снял, потому что пока не хотелось портить виды. И, конечно же, отключил в настройках графики глубину резкости. Дальше меня ожидала серьезная такая прокачка нашей Эмбер. Для того, чтобы сравнить до и после. Я поиграл с кайфом. Если еще найти хорошее пати, можно оставаться и иногда поигрывать с ребятками. Тем не менее, моя изначальная задача выполнена. Я действительно таким вот небольшим челленджем для самого себя разогрел огромное желание окунуться в лор игры. И как я говорил в самом начале видео, этот способ действительно рабочий. Уже 2 ролика в активной фазе завершения. Я снова поставил для себя цели, но уже скрытые. Чисто чтобы завершить игру и сделать ролик со своим мнением. И наконец-то это сработало. Даже для очень посредственных игр можно поставить цель и разогреть свое желание. Потому что у меня с этим были проблемы. Я либо забрасывал игру, при этом написав кучу текста, а через пару месяцев просто удаляю все материалы. Либо мне нечем рассказать. Я увидел финал и своего личного мнения так и не смог составить. А все потому, что игры не ставят для тебя челленджи. Приходится их саму себе придумывать. В моем случае это пока рабочая схема. Если говорить о сюжете, не так много игр выходит в последнее время с хорошим сюжетом. Чаще всего это неплохой геймплей. Но снова же, без каких-то челленджей для проверки самого себя. Вот вам небольшой спойлер по Battle Brothers. Я его записал 3 ноября. Материал на 112 ГБ. Написал текст, но не до конца. Просто стало скучно. И скорее всего в этот раз буду ставить челлендж и перезаписывать. Вот еще один секретный материальчик записан аж 13.07.2024. Спойлер. По этой игре будет видос когда-нибудь. У меня уже есть крутая идея, а на тот момент я не понимал, чего хочу, хотя хотел поиграть и, возможно, сделать ролик. Эту водичку я подлил к тому, чтобы вы понимали, что действительно, если найти правильный подход каждому игроку, вы сможете наслаждаться теми проектами, которые считали средненькими. Да, это будет работать не всегда, но вдруг, как в моем случае, мои друзья играют во что-то, а я попросту не могу, точнее не мог. Будем ставить новый челлендж. Как-то так, ребятки. Надеюсь, кому-то это поможет, хотя бы для первого микрошажочка. С вами был Мистер Кабан. Warframe, мое почтение. Не ожидал, что настолько цепляющее. А Эмбер... Почаще бы таких объемов, чтобы мотивировать пацанов. Встретимся.